Ну, сегодня переходное или утро. Я немножко проспал Slack Tide на час всего. Но будет прилив, а не отлив. Выйти все равно можно туда. Так что в путь. Я на самом деле здесь был уже года 3 назад. 4 года назад я здесь был. Берег я весь изучил, поэтому сегодня была только остановка на одну ночь, overnight stop. Вот Эль-Утро, другой остров. Там красивый розовый песочек. Туда бы попасть. На пляжик на тот. Вот тот самый проход. Скорость лодки 3,5. Течение 4 узла встречное. Прикольно. Течение 5 узлов уже. Скорость лодки 2,8. Дойти поглубже, где-то вот здесь можно уже парус оставить. Ну и волна будет меньше. А нам туда. Прямо на север. 42 мили до точки. Конечно, курс Бим-Рич, ветер немножечко даже вот там не самый комфортный, с креном. Но зато это будет быстро. Все, процесс стабилизировался более-менее. Теперь могу поснимать и что-нибудь рассказать. Во-первых, я бы начал с чего? Что мне очень-очень приятно читать ваши комментарии. Но они делятся на несколько категорий. Яхтсмены, которые тоже ходят в море. Огромное спасибо вам, много дельных советов. И те, кто просто любит смотреть на море. И им нравится пейзаж, красивые картинки. Тем более у меня 3000 подписчиков уже. У меня канал некоммерческий. Я это все делаю для души. На каждое видео трачу много времени. Также стараюсь, чтобы были субтитры правильные. На это уходит много времени. Ну, на монтаж тоже. Достаточно сложно снимать что-то уникальное каждый раз. Нет, море оно разное всегда, но для не искушенного зрителя он разницу может и не заметить. Вода, вода. Но зато сегодня ночь встречу в марине комфортная. Это будет возможность включить кондиционер и просушить многие вещи. Все равно влажность какая-то копится в корабле. Все, Экзумус позади, далеко уже. Видно только краешки гор.
еще хочу рассказать о своем новом хобби. Музыка. То есть сейчас технологии такие, что можно записать практически альбом качественный, с хорошим вокалом, и все одному. У меня в далеком детстве, году, наверное, может, в 90-м, 91-м, была такая программа на компьютере, называлась Scream Tracker. Можно было из сэмплов собирать мелодии, мне это очень нравилось, музыку писал. Вот. Потом, конечно, стало не до этого, работа и все дела. Но когда у меня появился компьютер Apple, в году, наверное, в 2000-м первый мой компьютер Apple, там были очень хорошие инструменты для тоже создания музыки. Что-нибудь простое, конечно же, можно всегда сделать. Ну или Logic Pro, такая программа была, и сейчас есть. Что-то уже профессиональное там и так далее. То есть GarageBand, когда Apple выпустил, наверное, где-то, может быть, в 2007-2008 году, полностью поменяла, как люди создавали музыку. То есть количество сэмплов, ну, при записанных звуков инструментов огромное количество. Плюс эффекты, плюс инструменты, которые позволяют сглаживать, там, усиливать звук, ну и микшировать. Но сейчас-то совсем просто. Когда появился AI, ну, хороший такой, нормальный уже AI, который позволяет, ну, скажем, написать текст мне самому. Я сочиняю текст или идею для текста. Потом с помощью AI превращаю это все в рифму, песню, что называется. Какую-то базовую мелодию нахожу. И на основании этого другой AI все это собирает в единую песню. Остается только подкорректировать, может быть, там где-то слова улучшить, поменять, рифму, может быть, какие-то инструменты заменить, или тембр голоса поменять, и вуаля. То есть, в принципе, за час работы, такой активной, можно сделать неплохую музыку. Вот это видео, которое было «Мираж Мартини», это вот результат моих трудов.胸のざわめきに気がついて、そう知らぬ顔してつかず離れず、今日まであなたを見ていた。 It's a very special moment 私のそば It's a very special feeling 近づいて It's a very special moment もう何も手を伸ばして恋のひとかけら今ならつかめるはずだから It's a very special moment 私のそば It's a very special feeling 近づいて It's a very special moment もう何も考えないでいたから
のそば It's a very special feeling 近づいて It's a very special moment もう何も考えないでいたいから It's a very special moment 私のそば Yeah It's a very special feeling 近づいて It's a very special Время 11 часов 15 минут 12. Осталось 20 миль. Вышло солнышко, стало супер, вообще хорошо. Я просто наслаждаюсь. Я сижу, музыку слушаю, мне очень нравится. Смотрю на море. Ну, как и ожидалось, за островом волны нет, и путешествие превратилось в легкий прогулочный круиз. Море ровное. Осталось 10 миль. Ну вот и остров показался. Сколько? Миль 6-7 Элютра. Мне прямо туда за мысок, и там я вот и в Марину сразу. Марина Кейп Элютра. Очень даже миленькое место. Сейчас отлив, а прилив вода прямо вон там. Я здесь всего на пару дней. А дальше будет путешествие вдоль острова Элютра. Миль 70 до самого конца, до самой северной точки. Почти Spanish Wells. На этом все.